Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, как правильно перенести наш шрифт, который мы нарисовали в других векторных программах, в Sketchboard и подготовить его для того, чтобы уже можно было полноценно его перенести в проект и печатать им какие-то свои буквы. Попробую сделать это через Sketchboard. Для этого я предварительно вот это все дело сохранил, нарисовал. Теперь мне нужно открыть Sketchboard. Вот он. А здесь мы ничего не видим, потому что здесь ничего нет. В первую очередь нам нужно включить линейку, поэтому View, линейки. Теперь мы импортируем сюда вот этот иллюстраторский проект. И программа меня даже не спрашивает, нужно там что-то округлять или не нужно, потому что по умолчанию Sketchboard работает в дробных координатах, не целочисленных. Поэтому если мы приблизимся к этим буквам и выберем любую из них, то мы вот выделяем их, в принципе, видим, что это размер 3 юнита, здесь 29, вообще непонятные размеры. И, например, вот высота вот этой вертикали 180, очень мало, у нас там 700 должно быть. Но если я сейчас нажму H, надо выделить вот это все, я пока отключу, очень тяжело. Пока H здесь нам не нужно. В общем, наша задача вот это все растянуть. Растянуть до какого состояния? Непонятно. Здесь у нас размер этого элемента 356%. То есть от 100 он в 3,5 раза увеличен. Но это все равно еще не так много, потому что общая высота вот этого объекта это 700 юнитов. А если у нас там весь алфавит вставлен, то это все очень сильно уменьшено. Это, короче, не решение проблемы. Поэтому что мы делаем? Переходим вот сюда и рисуем здесь обычный прямоугольник высотой 700 юнитов. Используя Contour Tool, смотрим, у нас 700 юнитов. Теперь я его копирую и перехожу сюда. Но прямо сюда вставлять нам его не нужно. Нам нужно создать новый элемент. Поэтому кликаем на вот эту кнопку, жмем Ctrl элемент, создается пустой элемент. В него мы вставляем теперь вот этот прямоугольник. Мы видим, что у нас высота вот этого объекта, который мы вставили, как раз в 700 эти юнитов. Сдвигаем. Теперь нам из линейки нужно вытянуть направляющие. Я вот сейчас увеличиваю. Смотрю, это здесь. Это здесь. Все, отлично. Теперь наша задача. Вот этот элемент у нас равен 100%. То есть он идеал, скажем так. Нам нужно сделать так, чтобы высота вот этих букв была точно такой же высотой, как и здесь 700 юнитов, так виртуальных юнитов. Но при этом проценты здесь будут не 100, они будут там какие-то колоссальные. Поэтому что я делаю? Я сейчас в ускоренном виде это все дело сделаю и потом вам расскажу. Кликаю на элемент, он обязательно должен быть отдельным, потому что это два разных независимых объекта с дробными координатами. После того, как я выбрал один из них, я его растягиваю и потом подгоняю под высоту. С зажатым шрифтом я это делаю, чтобы у нас не ломалась форма этих букв. После того, как я подогнал размер вот этих букв под размер вот этого прямоугольника с высотой 700 юнитов, я проверил это на нескольких строчках, потому что когда у вас много строчек, так как здесь проценты, они не цельные, они вот именно там много-много значений после запятой, каждое значение может сильно повлиять на расположение точек. Поэтому здесь я по одному процентику увеличил, уменьшил, чтобы все строчки ровно входили в высоту вот этих двух направляющих, которые как раз таки отмеряют нам высоту всех букв в шрифте. Причем с учетом того, что здесь у нас есть выносные элементы сверху и снизу, это все никак не влияет. Мы видим, что здесь на 10 юнитов все вверх уходит, поэтому оптическая компенсация здесь работает. Теперь, после того, как мы подогнали, нам нужно сделать вот что. Я выбираю вот этот элемент, неважно, это элемент Tool или Contour Tool, ну пускай будет элемент Tool я выбрал, чтобы быстрее все это работало. Теперь мне нужно сбросить все эти значения, чтобы они стали в 100%, чтобы когда я вставлял это
в непосредственно Shift у нас не было проблем, чтобы все буквы стали ровно на те места, на которые они должны встать в нужном нам размере и не деформировался контур никаким образом. Но перед этим посмотрим вообще, есть ли у нас деформация или нет. Если я нажму букву А, что ничего не произойдет, потому что, опять же, не знаю почему, до этого у меня происходило, а сейчас не происходит. Как мы помним, что если мы включаем H, то мы временно выключаем, либо включаем предпросмотр превью. Здесь почему-то это не работает, хотя до этого работало, но не столь важно. Наша задача сейчас округлить все эти значения, чтобы как раз таки вот этих прыжков координат целочисленных на дробные не было, мы сейчас применяем к нему округление. То есть я кликаю вот сюда, жму применить, и мы видим, насколько сильно у нас деформировался контур. Причем очень странно он деформировался. А вот так мы, значит, с вами не делаем. Отменяю это значение. А вот теперь я кликаю на H, мы видим, что у нас все прыгает. Непонятно, как это работает. Здесь у меня превью включено. И даже если я его выключу, она все равно прыгает. Но, видимо, это потому, что я его так включаю. А в общем, чтобы у нас сейчас не было вот этого искажения, вот такого настолько безобразного, не знаю, что произошло, прям очень плохо все выглядит. Я отменяю это дело. Прежде чем мы это сделаем, мы сделаем Expand Transformation, то есть применим всю трансформацию, которую мы до этого делали, чтобы так сильно у нас не корежило контур. Это, кстати, хорошо, что у меня сейчас не получилось, потому что мы увидели, насколько сильно деформируется контур. В общем, я выбираю этот элемент. Так, а где он? А вот он. Не этот, потому что у него 100%, а вот этот. И теперь применяю ему трансформацию. Кликаю сюда, и абсолютно ничего не поменялось. Все как было, так и осталось на одном и том же месте. Теперь, если я кликаю H, ага, вот теперь оно прыгает. А если я сейчас применю, то оно даже если и где-то деформировалось, то совсем чуть-чуть, потому что если раньше это было в масштабах 13, не помню сколько там, 13 тысяч процентов или что-то типа такого, поэтому все точки сильно перепрыгивали относительно друг друга, то теперь, когда я превратил это в 100%, оно передвинулось к ближайшей точке. И теперь, конечно же, никакое округление не работает, потому что я его уже применил. Но если я его сейчас отменю, мы увидим, как оно прыгает. То есть, если мы посмотрим сюда, мы увидим, что оно прыгает до ближайшей точки, а до этого прыгало прям очень далеко. В общем, я снова применяю округление к этому всему элементу, то есть помимо того, что трансформацию применил, так я еще и округление применяю, потому что Shift у меня в целочисленных значениях. В общем, после того, как я это сделал, теперь я могу просто скопировать каждый конкретный контур, вставить в букву, допустим, вот это сейчас вставим, посмотрим, как она вставится. И вставится она как надо, высотой 720 юнитов. Единственное, вставляется по умолчанию оно относительно вот этой нулевой точки. Поэтому, разумеется, вот здесь мне нужно нажать Shift вниз, чтобы сместить ее на 10 юнитов вниз, чтобы и сверху, и снизу у меня был овершутинг. Возвращаемся сюда, копирую D, создаем здесь D, вставляем точку с запятой, чтобы расставить автоматические опроши, ну, в общем, и так далее и тому подобное. Дальше, в принципе, я уже рассказывать не буду. В общем, таким образом мы с вами настраиваем опроши и делаем все остальные необходимые штуки, которые присущи делать Shift, и экспортируем. То есть это правильный и корректный способ переноса вашего шрифта, который вы нарисовали в иллюстраторе, либо в какой-то другой векторной программе, в FontLab с последующей его настройкой. Потому что из-за вот этих вот проблем с округлением, из-за того, что FontLab начинает иногда очень сильно тормозить при работе одновременно с иллюстратором, работать невозможно. Поэтому в таких случаях мы, конечно же, закрываем иллюстратор, потому что нам он уже не нужен, чтобы нигде ничего не тормозило, и спокойненько работаем в FontLab. В общем, этот урок, я надеюсь, поможет вам. Он, в принципе, самобытный, и если у вас шрифт уже полностью готов, вам, наверное, этот курс особенно не нужен. Вот просто взяли, вставили сюда и готово. Ну, а если нет, то продолжайте смотреть, потому что дальше по списку, судя по всему, мы будем рисовать как раз-таки букву О. И вот эти вот особенности овершутинга, оптической компенсации мы с вами тоже будем разбирать.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.